Италия, 1930-е. Бенито Муссолини требует от Fiat невозможного – создать автомобиль для народа всего за 5000 лир. Не роскошь для богачей, а машину, которую сможет купить обычный рабочий. Первая попытка закончилась позором. Новый Fiat загорелся прямо во время испытаний перед руководством компании. Проект едва не похоронили. Но потом за работу взялся молодой инженер, который до этого строил авиационные моторы, и сделал невозможное. Упаковал полноценный автомобиль в размеры чемодана на колесах. А самое странное было впереди. Суровый индустриальный проект получил прозвище «Мышонок» и стал для Италии таким же символом, как паста, пицца и вечная нехватка парковки. Это история Fiat 500 Тополино, машины, которая пересадила Италию за руль. В начале 1930-х Fiat был промышленным гигантом. Но существовала одна проблема. Автомобили компании оставались игрушкой для богатых. Обычный итальянец смотрел на них примерно так же, как сегодня человек смотрит на яхту миллиардера. Красиво, но пешком как-то привычнее. Самый доступный Fiat стоил около 10 тысяч лир. Для большинства семей это были не народные колеса, а финансовая катастрофа с дверями. И тут вмешался Муссолини. Его требование звучало просто и угрожающе одновременно. Сделайте автомобиль за 5000 лир. Половина цены. Почти невозможная задача. Инженеры Fiat начали лихорадочно искать решение. Один из проектов предложил конструктор Оресто Лярдони. Маленький переднеприводный автомобиль новой схемы. Все закончилось плохо. Во время испытаний машина загорелась прямо на ходу. Для руководства Fiat это выглядело не как инженерная неудача, а как публичное унижение. Передний привод объявили опасной авантюрой и фактически отправили под запрет. Казалось, идея дешевого народного автомобиля умерла, не успев родиться. Тогда в компании сделали странный выбор. Проект отдали молодому инженеру Данте Джакоза, человеку, который вообще-то занимался авиационными моторами и техникой для армии. Теперь именно ему предстояло создать самый маленький, самый дешевый и, возможно, самый важный Fiat в истории. Данте Джакоза подошел к проекту не как обычный автомобильный инженер. Он мыслил как авиаконструктор. В авиации каждый лишний килограмм считается врагом. В дешевом народном автомобиле врагом была каждая лишняя лира. Джакоза начал буквально ужимать машину со всех сторон. Он взял крошечный 4-цилиндровый мотор и сделал почти кощунственную вещь. Вынес двигатель вперед, за переднюю ось. Радиатор вообще разместил сверху. Инженеры старой школы смотрели на это примерно так, как бухгалтер смотрит на горящий отчет. Но схема работала. Капот получился коротким и покатым, а сама машина стала невероятно компактной, почти игрушечной. И при этом Джакоза не хотел превращать автомобиль в дешевую консервную банку на колесах. Пока многие бюджетные машины тех лет тормозились силой молитвы, маленький Fiat получил полноценные гидравлические тормоза. Спереди появилась независимая подвеска. Вся конструкция весила чуть больше полутонны, примерно как 2 больших мотоцикла. А потом на это миниатюрное шасси надели аккуратный обтекаемый кузов с круглыми фарами. Турин был поражен. Вместо дешевого компромисса у Fiat получился автомобиль с характером. Маленький, тесный, но по-настоящему итальянский. В 1936 году маленький Fiat наконец вышел на улицы Италии. Официально он назывался просто Fiat 500. Но народ почти сразу придумал машине другое имя – Тополино, что означало «мышонок». Круглые фары, короткий капот и смешной силуэт действительно делали автомобиль похожим на персонажа мультфильма. И прозвище приклеилось намертво. Забавно, что проект, рожденный по приказу диктатора, в итоге получил самое милое имя в истории итальянского автопрома. Цена, правда, все равно вышла выше обещанных 5000 лир.
Экономику, как обычно, не впечатлили политические ультиматумы. Но это уже никого не остановило. Тополино оказался именно тем автомобилем, которого Италии не хватало. Маленький, экономичный, невероятно живучий. Он протискивался в узких улочках, возил семьи, продукты, инструменты и все то, что люди называют обычной жизнью. Для тысяч итальянцев это был первый автомобиль вообще. Очень быстро мышонок выбрался за пределы Италии. Его собирали во Франции под маркой Симка, а сама идея сверхкомпактной городской машины начала расползаться по всей Европе. Потом пришла война. Заводы Fiat переключились на военную технику. Европа снова училась разрушать себя с промышленным размахом. Но Тополино не исчез. Маленькие Fiat продолжали работать в армии, в тылу и на разбитых дорогах послевоенной Италии. А после войны именно такие машины помогли стране снова встать на колеса. Мышонок выпускался почти 20 лет. За это время Fiat продал более 500 000 автомобилей. Неплохой результат для машины, которая когда-то считалась невозможной. Данте Джакоза создал не просто дешевый автомобиль. Он создал вещь куда более редкую – машину, которую люди действительно полюбили. История Тополино доказывает простую вещь. Великая инженерия рождается не от избытка денег, а от жестких ограничений. Данте Джакоза сумел создать настоящий автомобиль в мире, где экономили буквально каждый килограмм металла и каждую монету. И, пожалуй, именно поэтому мышонок получился таким живым. Маленький Fiat ушел с конвейера в 1955 году, но к тому моменту он уже навсегда изменил Италию. Он сделал автомобиль не роскошью, а частью повседневной жизни. Пока одни инженеры учили страну скромности и практичности, в этой же Италии рождалась совсем другая философия. Не экономить, не ужиматься, не быть народным. Машина, созданная не ради доступности, а ради превосходства. Длинный капот, 8 цилиндров, скорость, от которой в 1930-х у людей буквально перехватывало дыхание. Это был автомобиль для тех, кто не хотел ехать вместе со всеми. Он хотел быть впереди всех. И в следующей истории нас ждет именно такая машина. До встречи на дорогах истории.